Всем привет, друзья! Пока я вам показываю кусочки, фрагменты, которые я снимала из своего небольшого оазиса в Унапатуне, где я провела последние 3 недели в Шри-Ланке перед моим отъездом в другую страну. Ну, об этом попозже, хотя я думаю, что многие из тех, кто следят за мной в Инстаграме и Фейсбуке, уже об этом знают. Я невероятно счастлива, что я смогла найти вот этот дом, в котором я провела эти 3 недели. Этот дом действительно для меня стал, считай, настоящим домом. Я тут очень хорошо себя чувствовала. Тут у меня было гнездышко, свита в лампочке. Мне кажется, это очень хороший приятный знак. И в этом видео я хочу вам показать, как же я провела время в течение этих 3 недель. Отдельное видео я сделала про дайвинг и серфинг. И кроме этого хочу показать, что же я делала еще. Живя в Унаватуне, я бы сказала, что вот главный топ-3 самых таких ярких мест и вообще опытов, которые тут можно пережить, это, конечно же, выпустить маленьких черепашек в океан, это, конечно же, съездить в Форт Галле и сам пляж Унаватуна. Кроме этого, в Унаватуне есть пляж Джангл Бич, это прекрасное райское место, но сейчас, когда я была на Шри-Ланке, он был довольно заброшенный, с мусором, поэтому я решила даже вам его не показывать. Ну что ж, начнем. В общем, ребят, каждый день я вижу вот эту черепашку, которая гуляет тут по территории. Вообще просто невероятно. Так, вот эта маленькая козявочка, это на самом деле... Смотрите, это детеныш ящерицы. И он у меня выпал. Ой. Он у меня выпал из птичьего гнезда, которое у меня вот тут вот. Была это такая маленькая яичко, и оно упало. Боже, он еще такой живучий. Каким-то образом его занесло к птичкам в гнездо. И каким-то образом он еще выжил. Какой малыш. Я так соскучилась за нашей украинской едой. Я, в общем, нашла место, где у нас готовят в Унаватуне варенички, котлетки. В общем, сегодня у меня на завтрак варенички с творожком. Вот они, красавчики. Еще такой момент, вот только на Шри-Ланке я такое вижу, что кофе продается вот в таких вот пакетиках, как чай. Потому что на Шри-Ланке принято заваривать кофе, как чай, в чайнике, делать его не крепким, таким немножечко в общем-то, по такой легкой консистенции, как, собственно, и чай. В общем, сейчас попробую впервые вот такие вот пакетики. Нужно подождать 3 минуты, чтобы кофе заварился. То есть вот так вот выглядит такой вот чайный пакетик. Ну что, попробуем. Я бы сказала, что это, в принципе, тот ланкийский кофе, который ты можешь получить, когда приходишь, в принципе, в любое место, в любой ресторан, кафе на Шри-Ланке. И чаще всего тебе заваривают что-то подобное в чайнике. В общем, так как я уже забыла за все эти месяцы вкус того самого кофе обычно, который я обычно пью в Украине и вообще по всему миру, в принципе, неплохо, ничего так. То есть он не крепкий и... Но сейчас мы с вами поедем в Форт Галле, где недалеко от которого расположена черепашья ферма, и где мы с вами переживем просто фантастический опыт выпускания маленьких черепашек в океан. Ну что, всем привет! Сегодня мы приехали на черепашью ферму. Будем сегодня выпускать маленьких черепашат. На Шри-Ланке сезон с декабря по май, то есть с декабря по май можно приехать, если хочется получить вот такой вот опыт.
В общем, посмотрим. Сейчас вот нам показали, какие черепахи тут есть. То есть тут держат черепах, которые имеют какие-то повреждения, которые не смогут никогда быть, в общем, возвращены в океан. Либо же те черепахи, которых они тут смогли вылечить и вот скоро отпустят. В общем, из того, что рассказали, конечно, все беды от людей, то есть все повреждения, либо пластик проглотили вместо медузы, либо сети рыболовные, либо лодка столкнула, то есть, в общем-то, вот такого плана причина вот повреждений, и поэтому эти черепашки, много тут черепашек, которые проведут, в общем-то, всю свою жизнь вот в таких вот не очень весело выглядящих бассейнчиках. Но, как вы можете видеть, действительно, ферма черепашья выглядит довольно грустно, и условия, в которых живут черепахи, ну, довольно-таки страшненькие, я бы сказала. То есть страшненькие маленькие бассейнчики для довольно крупных черепах и совсем небольшое количество воды. На самом деле немного было грустно смотреть на эту картину. И тут сложно судить, почему так. Я думаю, что, с одной стороны, потому что для местных действительно это не просто поддерживать даже такие условия, и не хватает средств для того, чтобы создать необходимые условия для животных. Ну и кроме этого, мне кажется, что тут играет еще также свой фактор, что, то, что я заметила на Шри-Ланке, то, что ланкийцы довольно просто, я бы сказала, относятся к животным и к заботе о них. И нередко бывает так, что местные организовывают какой-либо бизнес с возможностью на этом заработать на туризме, но средств не хватает, и, возможно, их не так уж и сильно, честно говоря, волнует, насколько им получится действительно создать необходимые, нужные условия для животных, сколько они думают о том, смогут ли они на этом вообще, в принципе, заработать на туризме. Вот поэтому, я думаю, за счет этого они не всегда могут внимательно относиться к тому, что нужно создать действительно хорошие условия для животных. Ну и опять-таки просто чисто физически у них, я думаю, не хватает на это средств. Резвая? Я тебя сейчас возвращаю. Головы лучше спинки. Маленьких черепашат в океан. Посмотрите, какие прям милаши лапушки. Значимый момент. За ним пусти.
приятное на самом деле ощущение. Кажется, что ерунда, но ощущение своих этой детей, да? бабочки, да, как вообще красота. У нас такая была большая мечта. Ну а выпустив маленьких черепашек в океан и пожелав им, чтобы они все-таки смогли выжить на своем довольно нелегком пути в просторах океана, вы можете после этого отправиться в форт Гале, который находится как раз недалеко. Гали — это очень крупный город и столица южной провинции Шри-Ланки, а сам форт Гале был построен еще в середине 17 века португальцами. Поэтому, отправившись сюда, вы увидите совсем другую архитектуру, ту, которую не увидишь в других городах Шри-Ланки. И тут сюда действительно стоит приехать, потому что город, сам форт очень-очень красивый. Форт Гале входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому, естественно, однозначно стоит его посетить. И гуляя по улочкам в форте, конечно, ощущения просто невероятные, и архитектура действительно красивая. Люди, живущие в столице Шри-Ланки, в Коломбо, очень часто приезжают на выходные сюда семьями, друзьями, компаниями, просто хотя бы на один день, чтобы прогуляться по улочкам, посидеть в местных красивых ресторанчиках и полюбоваться на закате на маяк. Ну и если вы остановились в Унаватуне, конечно же, вам просто стоит пойти на пляж. В принципе, вот побывав в Унаватуне, Вилигаме, Мирисе, я бы сказала, что это Мириса, пляж Мирисы и Унаватуны самый лучший для тех, кто любит именно вот плавать. Кому не только серфить интересно, кому интересно плавать в океане, почилить на пляжике. Вот Унаватуна замечательное место, очень красивый большой пляж и огромный простор. Что сегодня я себе устроила релакс-день, выходной, и пришла на пляж в Унаватуну поплавать, отдохнуть, почитать, позагорать. Конечно, посмотрите, людей вообще на пляже нет, совершенно. Никто не купается, никто не загорает. И я что хочу сказать, что на самом деле это просто сказка.
А с одной стороны грустно, а с другой стороны, конечно, лежать, отдыхать на таком красивенном, просто красивейшем пляже. И когда никого вокруг нету, это на самом деле просто такая красота. Вот. В общем, я нашла тут уютненькое местечко. Хороший день. Ой, у меня сегодня аппетитный обед. В таком красивом месте, с таким прекрасным, чудесным видом. Класс. Sorry? Oh, wow. А если есть настроение, из Унаватуны можно каким-нибудь одним прекрасным утром махнуть в Ахангаму, позаниматься йогой на крыше, вот с таким прекрасным, шикарным видом на пальмы и Индийский океан, после чего можно сходить к самому океану и поплавать там.
Спасибо за просмотр. Буду рада увидеть вас среди своих подписчиков и увидимся в следующем видео.